Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень простой, вкусный, но при этом невероятно красивый чизкейк без выпечки. Вам не понадобится духовка, в этом и вся фишка данного рецепта, но получится очень вкусный праздничный десерт. Здесь у меня 200 граммов сахарного печенья. Берите то печенье, которое вам однозначно нравится по вкусу. Его нужно измельчить в крошку. Я буду это делать при помощи блендера. Если у вас нет блендера, то его можно вручную очень легко измельчить, оно такое рассыпчатое, вообще без всяких проблем вот так вот поддается измельчению. Можно переложить в большой пакетик и при помощи скалки тоже его измельчить. Добавляем сюда 50 граммов растопленного сливочного масла. Также по вкусу можно добавить еще немного сахара, но я уже не буду добавлять, мне и так хватает сладости, которая есть в печенье. Перемешиваем. Если песочная крошка вы видите, что получается очень сухой, то можно добавить немного молока, 1-2 столовые ложки, смотрите по массе. Она должна уплотниться и держать форму. Вот. Больше я добавлять не буду, 2 столовые ложки добавила, но вы же смотрите по своему печенью. Я подготовила форму, это разъемное кольцо диаметром 20 сантиметров, и теперь вот высыпаю сюда песочную крошку. Теперь берем емкость любую или стакан, или вот такую вот мисочку с плоским дном и хорошо утрамбовываем, чтобы у нас получилась основа. Вот видите, масса такая пластичная, хорошо держит форму и не рассыпается. Теперь мы основу вставим в холодильник, пока будем заниматься, даже не в холодильник, а в морозильную камеру, пока будем заниматься сырной начинкой. Также, если у вас форма без дна, так как и у меня, обязательно не забудьте поставить какую-то досточку или тарелочку, чтобы дно не выпало снизу. Здесь у меня 400 граммов сливочного сыра, я добавляю 110 граммов обычного сахара и также 1 пакетик ванильного сахара. Я очень люблю ванильный аромат, у меня сегодня ванильный сахар марки Доктор Оэткер, тоже добавляю, очень вкусно пахнет. И еще сметана жирностью 20%, 150 граммов. Теперь перемешиваем, можно перемешать при помощи блендера, можно вот так вот при помощи лопатки. Вы можете попробовать начинку по вкусу и при необходимости добавить чуть больше сахара. Перемешиваем. Наша цель заключается в том, чтобы крупинки сахара растворились, поэтому лучше всего брать мелкозернистый сахар или сахарную пудру. Выкладываем сырную массу в форму. После холодильника она станет более стабильной и плотненькой, но все равно все-таки останется мягкой. Теперь очень аккуратно разравниваем, стараясь, чтобы заполнилась у нас вся форма. Кстати, если у вас есть ацетатная пленка, то лучше вот проложить по стенкам формы, чтобы потом можно было легко отделить десерт. Ставим теперь форму с будущим чизкейком в холодильник или в морозильную камеру, пока займемся другим слоем. Верхний слой у нас будет из желе. Для желе я купила апельсиновое желе в магазине, и на инструкции на упаковке было указано, что нужно растворить его в горячей воде, 400 грамм воды. Вы же ориентируйтесь на то, что указано на упаковке с вашим желе. Растворяем до конца, перемешиваем, чтобы весь желатин растворился. Хорошенько размешали, желе растворилось и оставляем его остывать до комнатной температуры. Тем временем мы сделаем украшение. Для этого нам понадобятся мандаринки. Разделяем мандаринки на дольки. Каждую дольку разрезаем пополам. Получается вот такие вот у нас половинки. Теперь берем вот так вот эти полудольки и выкладываем их внахлёст. Можно выкладывать это сразу же на творожную, можно выкладывать розочки сразу же на чизкейк, а можно вот так, как я вам сейчас показываю, на досточку, и потом нужно будет перенести сверху на чизкейк. Получается вот такая вот розочка из мандаринов.
Вот при помощи шпателька я выкладываю, а можно было сразу здесь и выложить. Этот слой уже у меня схватился, он такой плотненький, сырный. И последнее, третье, вот так вот. Вы можете сделать побольше, я сделаю всего лишь 3. Если у вас есть свежая мята, то можно выложить листики, чтобы добавить цвета. Старайтесь, чтобы дольки мандарина прикрыли листики мяты, и она у нас не держалась на месте, а не сбежала. Вот так вот. Желе уже остыло до комнатной температуры, и теперь очень аккуратно, тоненькой струйкой выливаем его сверху. На следующую розочку. Вот видите, почему важно зафиксировать мяту. Ну, вдруг что, можно вот так вот подправить, чтобы мята у нас не уплыла, а осталась под цветочком. Теперь берем аккуратно, чтобы наши розочки не расплылись, и ставим в холодильник. Вместо мандаринок можно просто выложить, допустим, виноградик. Вместо мандарин вы можете выложить просто кусочки апельсинов, виноград, гранат, абсолютно все, что захотите. Но вот с киви будьте осторожными, потому что в киви содержится вещество, которое негативно влияет на желатин, и поэтому желе может не очень хорошо застыть. К сожалению, розочки не держат формы. Я так хотела, чтобы сверху были эти красивые розочки, но они расходятся. Единственный способ — это поставить в холодильник и уже в холодильнике прям заливать желе. Но это лишняя морока, розочки разошлись, к огромнейшему сожалению, мяту я достала. Сверху у меня просто получится очень красивый мандариновый слой с апельсиновым желе. Ставим в холодильник до полного застывания верхнего слоя. Это уже нужно смотреть на упаковку с желе, но приблизительно 2-3, может 4 часа. Когда верхний слой желе у вас хорошо застыл, пора освобождать чизкейки с формы. Если у вас ацетатная пленка есть, то, конечно, вам будет сделать это намного проще. Снимаем форму. Вот такой вот красивый получился у нас десертик. Теперь отрезаем один кусочек. И теперь смотрите, какой красивый, аппетитный получился кусочек. Когда вы делаете вот этот желатиновый верхний слой желе, то можно добавить чуть меньше воды, указанной на упаковке, допустим, не 400 граммов, а 300, тогда у вас этот слой будет такой более плотненький. Но мне наоборот нравится, чтобы было нежно, не слишком желатиново, так скажем. Посмотрите, какая нежнятина. Пробуем. Угу. Очень классно. Оно все расходится сразу во рту. Очень нежный вот этот творожный, то есть сырный слой из сливочного сыра. Очень хорошо, что здесь нет желатина, он прям такой нежный, как крем. И вот это сверху желатиновый слой, он тоже нежный, мягкий, все такое нежное, мягкое, и отлично сочетается. Вот такая легкая кислинка. Очень-очень вкусно и при этом просто. На самом деле это готовится очень просто. Вам не нужна духовка, просто нужно немного времени, чтобы желе сверху застыло. И все. Я же с вами прощаюсь. Всем пока. До новых вкусных рецептов.